Меня зовут Виктория Сарангова, и я живу в Берлине сейчас, а родом я из Республики Калмыкия, Российской Федерации. И я занимаюсь художественной деятельностью и работаю над несколькими проектами в данный момент. Один из них проект называется «Площадь Ленина и листа». Проект Motherland – это была моя дипломная работа. Вообще это видеоэссе и сопутствующая ей инсталляция, которая состоит из 4 вышивок. Это портреты женщины. И вот каждый портрет, он олицетворяет какой-то этап в истории Калмыкии. И как я к этому пришла? Ну, я была в эмиграции, я училась в Лондоне, и в какой-то момент я очень много читала про историю Калмыкии и наткнулась на сайт Эльзы Баир Гучиновой, которая как раз очень много писала про ссылку, и увидела портрет Марии Адьяновой 1946 года, и тут тут я поняла, что я хочу с этим именно работать, именно с портретами женщин. И почему-то потом я поняла, что окей, сейчас я буду работать с вышивкой именно как с инструментом. И нашла и 3 другие портрета, которые я выбрала, они тоже довольно-таки символичны. Да. То есть Мария Адьянова, она олицетворяет для меня именно тот этап депортации, которая случилась в 1943 году, и до 1956 года калмыки были депортированы. Вот. Потом я нашла первый портрет, то есть первый исторический, да, это неизвестная калмычка, про которую я вообще ничего не могла найти, никакой информации. В принципе, она так и осталась. Да. И третий портрет был портрет Ларисы Юдиной, это журналистка, которая в 1998 году была убита. И для меня это тоже очень много значило в тот момент, потому что ее газета «Советская Калмыкия», главным редактором которой она была важна для Калмыкии очень. И моя мама продавала эту газету. Вот. И последний портрет – это портрет моей матери, которая прошла и ссылку, и 90-е, и умерла в 2010 году. Поэтому и проект имеет название Motherland. Но мне кажется, главное говорить. То есть, когда ты начинаешь говорить, то ты начинаешь получать какие-то ответы, то есть какая-то дискуссия начинается вокруг этого, и потом, может быть, эта тема будет больше и больше расширяться, будет появляться какой-то новый запас слов, новые какие-то понятия вокруг того, каким образом можно все это обсуждать. Как тебе кажется, если подумать о том, что будет какое-то утопическое будущее, какие для тебя, не знаю, изменения или вещи должны обязательно произойти в этом будущем? То есть, конечно, все нам не описать, но что для тебя было бы самым важным или наиболее важным? Ну, наверное, изменения в сознании, чтобы появилось у каждого ощущение своей политической субъектности. И тогда, мне кажется, именно это может дать путь к по-настоящему сильным преобразованиям во всем. Да. Ну и как раз мне кажется, что пространство наше физическое, оно связано с этим. Да. Что то, как мы ощущаем себя в пространстве, дает нам какое-то ощущение своей субъектности вообще. То есть, если пространство как бы занято какой-то властной или, не знаю, разрегулировано чем-то, там невозможно эту субъектность чувствовать? Или... Ну, сейчас я буду как-то... Это такие довольно-таки
сильные выводы, но да, это может или подавить, или как-то дать волю к проявлению своей позиции.